Это говно работает вообще или нет? Вроде бы включилось. Ну дай бог. Что ты говоришь? Ты же позвал, сказал, работа есть. И есть опыт. Показания-то можно? Какая прикольная камера. Ага. Ну, короче, слушай. Нужно заснять что-то типа фильма, видеоролика, я не знаю. Для того, чтобы люди увидели, какое дерьмище у нас здесь происходит. Но для нас это норма. Понимаешь, что? Смотри. Будет оплачено хорошо. И для тебя уже есть какая-то шняга под тип камеры. Да она тут там. Короче, это говно, чтобы доставить сюда, ушло очень много бабосов. Поэтому пользуйтесь. Заказ нужно выполнить. Люди серьезные. Пока тут в баре чуть потише. День. Народу мало, кто-то еще спит, кто-то разошелся уже. Решил вот чуть-чуть записать. Так, с чего же начать? Не знаю, что потом попадет в фильм. Все буду снимать подряд, что получается. Так, чтобы вы понимали, зона это не то, что, не знаю, как даже сказать. Я не воевал, я даже в армии, собственно, не служил, но я был в зоне боевых действий. Работал военным корреспондентом. Видел смерть, то есть видел ужасы войны. В общем, это совершенно чудовищное место. Мало того, что здесь как бы и боевые действия, можно сказать, проходят, потому что постоянно какие-то столкновения, группировки друг с другом там сражаются за ресурсы, за территории, за прочее. Военные кошмарят сталкеров. Тоже там на блокпостах, на выходах. Периодически разные мародеры попадают на базы, бывает на бар. Как вот пару дней назад сел подзаработать дополнительно, поохранять вход. Какие-то совсем обкуренные то ли бандиты, то ли ренегаты попытались прорваться. Было человек больше 10, 5 смогли прорваться, остальные испугались, отошли. Бандиты, бандосы! Иди в коридор! Где там, где? Не звони, давай, право, бандит, право! В меня не побоитесь! Стой пока! Пустой, прикрывайте! Открываю! Сука! Прикройте! Щетка. Прикрой-то иду! Несколько парней совсем молодые были, недавно пришли и по незнанию пытались укрыться за стенкой из мешковины. По итогу одного из них принесло с нее и ранил. Им повезло, что их просто не видели, а то сразу всех сняли. Затягивай его. И чего, не стреляйте? Все кончились. Идем аккуратно.
Стой, тихо, тихо. Это все готов. Так, иди, прикрывай, прикрывай. Так, так, там свой, где все? Забит? Тихо. Нашего только одного, что ли, ранили? Да. А, двух, блин. Этот, англичанин. В чем? Этот, кажется, все. Все, что здесь происходит, оно как бы необъяснимо. У нас происходит нарушение законов физики. Мы это называем аномалиями. Когда в каком-то области, не знаю, может быть изменение гравитации, она может быть обратной. Может быть такие небольшие черные дыры, которые засасывают в себя все и разрывают. Аномалии бывают огненные, когда из земли вырываются столбы пламени, электрические. Говорят даже, что бывают временные и пространственные. Здесь по территории бродит множество мутантов. Ну, много гуманоидных, допустим. Много, которые просто мутировали. И есть мутанты, которые могут становиться невидимыми. Есть мутанты, которые владеют телекинезом, телепатией. Приходится с ними воевать. В 2000 году случилась какая-то вспышка большая. Это был первый выброс. Выброс, когда вот из центра зоны расходится волна энергии, которая меняет все. Появляются аномалии. Аномалии дают артефакты. Артефакты — это то, благодаря чему у нас здесь существует жизнь. Какие-то образования, разные формы, они странно выглядят, некоторые светят. И они имеют самые разные свойства. Какие-то лечат, могут давать выносливость. Какие-то радиоактивные, какие-то могут защищать от радиации. Потом, я думаю, может быть, получится показать что-то в кадре. Помнишь жарку возле лесника? Да. Гляди, что принес. Возьмешь? Он не радиоактивный. Он, наоборот, поглощает радиацию. Вот знаешь, иди ты в задницу вот с этими утверждениями, я уже был. Это же шарик огненный. Щипцы что, просрал, что ли, где-то? Горячий. Я у тебя возьму его за 5 косарей. Слушай, можно патронов сразу у тебя еще взять? Да? Можно. Давай 72-х 3 упаковки. Да хер тебе одна. Чем кончаются, да? Жопа. Пришел я в зону 3 года назад, в 2008 году, потерял семью, тогда совсем поехала крыша. На тот момент я уже завязал как бы с военной корреспонденцией. Я, собственно, из-за семьи завязал, потому что это опасно. Предложили снова вот в зону чернобыльскую с группой смотаться, поснимать. Отделился от группы, группа погибла, ну как бы тут остался с тех пор. Первое время нормально занимался поиском артефактов, вроде бы все получалось. Понемногу копил деньги, разжился снарядами хорошие, детекторами, дозиметрами, крутой комбез был там, система замкнутого дыхания и все прочее. И все нормально процветало, деньги копил. Потом такая интересная ситуация была с напарником. Зашел внутрь аномалии, внутрь аномального поля. Ну, то есть там было, мы это называем трамплин. Это место с обратной гравитацией, причем с агрессивной обратной гравитацией. Если ты в него попадаешь, оно с огромной силой наносит тебе удар и как бы выбрасывает тебя из своего очага. Плюс там часто бывает в зонах аномалии повышенный фон. У нас есть специальные приборы. Чаще всего они сделаны на базе детекторов, на базе дозиметров. С помощью них мы определяем вот эти аномальные поля. Есть еще отдельно детекторы артефактов, с помощью которых мы определяем, где у нас находится, собственно, артефакт. Захожу внутрь аномалии, иду к артефакту, снаружи напарник, я ему ствол оставил, чтобы он мне не мешался. На него убегает кабан здоровенный, несется на него эта туша. Он начинает в него стрелять. Кабан просто игнорирует, сбивает его с ног. Мутант влетает в поле аномалии, его бьет трамплином одним, бьет трамплином другим. И я не могу пошевелиться. Шаг влево, шаг вправо, и я попал бы сам в трамплин. Поэтому я стою на месте, просто я не могу ничего сделать, оружия нету. Эта туша несется сквозь аномалии, получает сильный урон, но аномалия не может его выбросить из поля. Кабан сбивает меня с ног и тут же умирает. Очнулся я после этого в баре, как мне рассказали, что меня пошвыряло в один, в другой трамплин, потом выбросить всего поломанного. Тащили до бара, пришлось все свои запасы, все свои копилки открыть, чтобы оплатить проживание в баре, чтобы меня кормили. Ноги были сломаны, руки, там еще прочие травмы. В руке стоят пластины. Не знаю, видно на камеру, не видно. Специально с учеными санитария связывались, чтобы они там по своим каналам
могли заказать специально пластины титановые на болтах, ждали, пока их привезут, притащили медика с янтаря до бара, там оборудовали операционную, собственно, собирали меня, ну, ноги показывать не буду, но там примерно то же самое. До сих пор хромаю, ноги еще не отошли. Все свое накопленное пришлось кинуть. Ну, и, естественно, крутейший мой костюм, вся снаряга, которая со мной была, все эти дозиметры, они все погибли в поле аномальном сразу. Так вот я валялся, собственно, в баре, как бы, место себе оплатил там, чтобы меня держали. Еду, ну, как бы, был мало кому интересен. Работала там девочка одна при кухне, вот, она стала за мной, короче, ухаживать, пока я лежал, ничего не мог. Она даже утащила, короче, у торговца артефакт, который помогает, ну, это тоже такое небольшое образование аномальное, который помогает заживлять раны, любые вообще, восстанавливать здоровье хорошо. Притащила ко мне, у нее потом проблемы были. И, ну, я, собственно, благодаря этому поднялся. Я вообще ходить как бы недавно начал. Хотя после того, что случилось, когда-то там на большой земле у меня, из-за чего у меня крыша ехала, я себе обещал, что больше не буду ни с кем связываться, что всегда один. Привет. Привет. Ты кушал? Да, Хочешь я что-нибудь? Да нет, я не знаю, кофе, наверное, попил бы, кстати. Там кофе есть еще у бармена? Я могу Ну, посмотреть. бармен отошел, да, сейчас? Да. Я могу посмотреть. Хочешь? Я думала, что уже не вернешься. Да, куда я? Долго не было. Куда я денусь? Куда я денусь? Я очень скучала. Очень-очень. Ну, после этого вот появилась какая-то мотивация к жизни хоть. Деньги все раздал, это вот реплика на комбинезон «Заря». Не настоящая, вообще с какого-то трупа снятая, дешевая. Я сюда добрался до крестности лесопилки, как бы тут подрабатываю проводником, пока с артефактами редко хожу, бывает иногда. У нас тут постоянно зона радиации, особенно мы далеко на севере зоны здесь, радиация повыше, поэтому обязательно все ходим в очках, без этого никак. Потому что слизистая глаза очень восприимчива к пыли радиоактивной, бета-радиация, она проникает сквозь слизистую глаза, поэтому обязательно носим очки всегда. Аномалии мы определяем вот такими вот штуками обычно. Ну, это болт, либо гайка, либо что угодно. Если тебя, как бы, видишь место, где, ну, глаз когда набитый, предполагаешь, что может быть аномалия, швыряем туда болт и смотрим, что происходит. Если там есть аномалия, то она сработает, среагирует на болт. Что у нас тут произошло? После большого выброса карта зоны поменялась, поменялись аномальные поля, открылись новые территории. И вот здесь, в районе лесопилки, со спутников засекли какую-то сверханомалию огромную. Ученые отправили сюда пару вертушек, они все упали. Через какое-то время сюда подтянулись одиночки, потом бандиты. Ученые спаслись, военные все погибли. Ученые там заняли один бункер подземный, там сидели. А военные сюда отправили отряд, чтобы выяснить причины падения вертушек. Позже сюда подтянулся уже монолит. Они пытались поставить какой-то ретранслятор, выжигатель мозгов, чтобы излучение до сюда дотягивалось. В одиночке с бандитами что-то старались между собой, но по итогу они объединились, чтобы выбить монолит. И, в принципе, у них получилось. Потом потянулся долг, новые отряды монолита. Как выяснилось, военные искали какое-то энергетическое оружие, какая-то мощная пушка, сделанная на основе энергии артефакт, и пытались у монолита ее выбить. Но у них, не знаю, не сильно получилось. Отряд долго погиб. Тут какой-то мутант ходил древоподобный, который чем-то на контролера похож, когда с расстояния убивал, какой-то ментальный атак. Творилось в вакханалии вообще. Тут и наемники были, и эти бойцы в синих куртках, как их чистое небо, тоже приперлись сюда. Военные шарились, монолит шарился. Ну и одиночки везде под раздачу попадали. Как бы выбросы стал единственной, как бы, так опорой. Потом появился здесь уже отряд каких-то фанатиков в черных плащах. Они себя называли Грех. Они вообще, они еще более отбитые, чем монолит. С какими-то, они пытались какие-то сатанинские обряды делать. Ловили сталкеров, приносили в жертву, резали людей. Они, собственно, закусились с монолитом. По итогу монолит погиб тем своим отрядом. Грех занял их лагерь. Что потом случилось? Большая часть сталкеров ушла в поход с охотой на это древоподобного гуманоида, мы его лешим называли. Реально дерево просто, какое-то высокое существо, у которого вместо кожи кора, из него ветки растут. Медленно передвигается, воет. Когда бывает замрет, даже непонятно, что это существо, а не просто реально растение. Бар остался почти без охраны. Тогда как раз француз провернул сделку, купил пулемет большой под 54-й патрон. Поставили его на входе, и стало побезопаснее. Смогли нормально отбивать и от мутантов, и вот от всех, кто посягал на бар. И вот эти вот фанатики подгадали момент, когда на пулемете осталось мало патронов. Атаковали эти грешники бар. Всех, кто здесь был, почти взяли в плен, и вот прям перед входом бар всех замочили. Кого-то расстреляли, кого-то зарезали. После этого самая дикая вещь, они все самоубились. Командир встал,
поставил их на колени и убил всех выстрелом в затылок. После этого их трупы пропали. Они исчезли просто, и пулемет, который стоял на входе, тоже исчез. Но они точно били себя. Это есть свидетели, которые это видели. Но просто трупы исчезли. Никто не понимал, как и куда они девали. Тогда как все остальные тела продолжали валяться, рядом закопали. Ученых убили обоих, которые здесь были, Шила и второго забыл, как звали. Талки, что ли, его называли как-то так. Что произошло дальше? Цыган, ты что ли? Да, привет. Здорово, братан. Ты как? Да Пропал что-то. Ты прям вовремя свалил, блин. Да мы так и решили. Когда, блин, в обед там накатили фанатики, начали кошмарить народ. Приходи еще и друзьям рассказывать. Вот, проходи. Да вот в гости решил забежать по-быстрому. Открылись. Вот, я старого друга привел. О. Здорово. Старого для этой зоны. Здравствуй, старый друг. Хочешь воспользоваться услугами? Сыграть? Да, пока не знаю. Да в карты я не очень играю. Для старых друзей есть другие услуги. А может быть, ты ко мне? Да нет, мне нельзя. Аномалии добили. Да нет, блин. Ребят, я честно прям с удовольствием. У меня просто это, как бы, Мера? дама своя в баре работает. Никто не узнает. Мы не расскажем. Да не, Бордель для этого и создан, чтобы никто не узнавал. не, нельзя. А ползоны это не что. Нормально обустроили здесь. Как у вас после переезда-то? То смотрю, как только это, власть поменялась, быстро свалили. Да что-то начали они напрягать. Да ясен пень с вас часто. И как бы к вам еще, знаешь, не заявились они с просьбами бабло-то им отваливать. Мы ходили, разговаривали. Я говорю, начальник-то съехал, говорю. Взятки гладкие. Он говорит, а ты кто такой? Я говорю, раньше был, говорю, в охране. Сейчас как бы мое предприятие. Домой съездил. Привез брата, вместе воевали. Вот, так что-то он это не отзывается. Надо информацию найти о нем. Как-то, может, ПДА можно отследить, но кто у нас таким владеет технологиями? Слушай, по идее, он сейчас у бармена у нас новый, который парень-то пришел, ирландец. Ага. У него там аппаратура стоит серьезная. И у француза можно спросить, у него тоже есть. Может, попробуй запеленговать? У тебя это есть? Координаты-то есть. Ну Координаты есть. давай потом подойду тогда. Напишешь. Хорошо. Французу передам. Я думаю, я, в принципе, ладно, расплачусь сам уже. С ним договорюсь. Если ты мне так поможешь, я тебе буду прям обязан. Ты можешь к нам заходить спокойненько. Ладно, побегу пока. Дел тоже еще много. Еще огонь! Отходим! Огонь ему мало! Сука, ёбаная! Уходим! Это кто такой? Тебя забыл спросить, ты куда шел вообще, а? Ты чё, деда, я сейчас машину впущу. Ах ты сволочь! Ну, мою граната, блядь. Ты чё вообще? Моя граната. Че, друган, сотка фото вот дед не шутит, он серьезно, он сейчас завалит и не спросит. Я лучше свалю туда по-быстрому. Сотку плати, быстрее ходи. Ой, сорян. Как я рад тебе видеть, старый. Но ты ни капельки не изменился. Я уверен, ты цены поднял процентов на 40, как минимум. На ноги болят. Ноги болят сильно. Ну, как колено также все, да. Стопа. Ну да, да. Ну ничего, мы заживем. Все будет хорошо. Хочешь кофе или что-то вкусненькое? Хочешь? Вкусненького. Надо, что тебя. Еще чашку сока хватит. И подкаты средневековые. Через трубочку. Как бы, понимаешь, надо, чтобы колечко появилось. Ну или хотя бы, я не знаю, щупальц кровососика какого-нибудь. А я там огненный шар нашел недавно. Как тебе такое? Ну, я его не видела, поэтому я тебе не верю. Хочешь посмотреть на мои огненные шары? Ну, я подумаю. Так, ну-ка, что там по сроку годности-то? Сегодняшний доширак. Так, оно все нормально. Очень. Там сидит себе. Заебал. Все вылетаем, а он сидит. Че, читаем? Как бармен готовит нормально?
Четко? Тушенки-то есть там? Кладут или жмотят? Вообще не жмотят, шикарно. Пиздит он, нет? Не знаю, где не жмотят. Пол-рожка в грудину. Почем продают, кстати, еду-то горячую? 200. Неплохо. Я ебал. Опять обосрал. Кто там базарит, а? Сейчас, подождите. Так, предохранитель. Ёб твою маковку! Рядышком сижу, мне страшно. Ну, кстати, он сейчас не на предохранителе, я вот так вот сделал. А то у тебя будет жопа зажарена. Как тебя пустили с оружием? А, блин, да я же проводник, я тут как бы это... С бандитами на нормальных. Ты вот на это посмотри, пожалуйста. Вот на это вот посмотри. Вот это вот, что за человек на первой странице? Редактор этого выпуска был. Не оплатить пока что наши услуги? Нет. Извиняюсь, не признал. Потом еще вопросы, почему я со столом в бар могу зайти. Вон... А как звать-то тебя? Сейчас брата. Демон звать. Я вот тебя знаю. Нет, да я недавно вот в зоне, я только пришел. Вон... Демон, вижу. Вон... Серега Шмель, который вот редактор журнала начал выпускать, вот попросил меня, говорит, ты же, говорит, возле лесопилки трешься. Помоги, говорит, типа, ну там, у вас, говорит, событий столько интересных там было, вся зона трещит. Помоги, говорит, написать там несколько статеек. Тут с нами сидит целый... Был, не знал, был неправ, исправлюсь. Не, да ничего, нормально. Но вижу, ребята тут недавно как бы пришли. Супер. Слушай, ну, много, наверное, где бываешь. Ну, я говорю, по проводникам как бы подрабатываю, да так. Раньше по артефакты ходил больше. Ты вон вот это вот возьми, почитай. Вон, ребята, здесь было, при мне все это происходило. Буквально вот 1,5 недели назад, как... И тут аж бандиты вместе с одиночками вместе уже чуть ли не в обнимку оборонялись. Пройдите на пост охраны! Вон статья про парня. Пацифик. Монолитовцы взяли в плен, а он парень безобидный вообще, он никого не убивал, вообще никого не убивал, потому и звали Пацифик. Взяли его монолитовцы в плен и пытались скормить мутанту. Он взорвал себя гранатой, несколько монолитовцев зацепило, он остался живой каким-то чудом. У него просто кишки вывалились, он руками держал кишки весь в осколках. Каким-то чудом дошел до бара, причем он еще по дороге облучился где-то очень сильно. И от него дико фанило. В бар его доктор уже не пустил, говорит, а смысл ему не помочь. Ебать! Монолит мне хотели скормить, что случилось? Чтобы он с третьей достаться, очнулся. Когда случилось? Ночью. И вот он прям на крыльце просто лежал, умирал, потом вообще сказали, уберите его отсюда, от него фонит по-дикому. Ну и так там он где-то закопали его за баром. Стервятник это Пацифик. Блять, он не жилец. Бить его, да и все. Не-не-не, он это, короче, от него радиация фонит, пиздец, он уже не жилец. Что ты хочешь с ним сделать? Надо его здесь оставлять все. Мы ему ничего не окажем помощь, он пиздец. Ты Вообще не его день был. А ты вот говоришь, мутантов не видно. Вот там раньше артефактами промышлял, хорошо получалось. Накопил там на комбез крутой. Нормальный такой был. Накопил тогда продвинутая штука, дорогущая. Спектрометр. И везде не залезешь, потому что в гамму-то все равно лезть не нужно. Ну, конечно. Там как бы что, свинцом обвешаться, что ли? Как бы так, допустим, находишь, да, вот где бета-поля, короче. И спектрометром он улавливает изотоп и дает им информацию о том, какой изотоп ответственен за повышение фона. Это, короче, нужно обойти какую-то территорию, составляешь карту, где какие изотопы, и потом ученые прямо за нормальное бабло это все покупают. Это, правда, и систему нужно за замкнутого дыхания обязательно, и комбез нормальный, чтобы в такие зоны лазить, и препараты, и все остальное. Не-не-не. Такой прибор, и нет смысла мне в нем. Ну, естественно, тебе даже как бы респиратор есть же, что толку? Как бы, ладно, у нас глаза у всех защищены. Как бы глаз наиболее уязвим, там слизистая сразу моментально просто радиоактивную пыль ловит. От гамма-то не защитишься, вот. А от бета-радиации очки вполне как бы от пыли радиоактивной нормально работают. Время, знаешь, 23:18, да? Нормально. Лесник! Брата нашел. Изменился, жуть просто. Какой брат? Младший. Год назад молодой бегал. На коляске. Да этот дурак, который на коляске ездит. Ну, что случилось, непонятно. В полночь случается новый большой выброс.
который по мощности оказался еще сильнее, чем тот, который был 2 недели назад. Наша локация снова захлопнула. Ребята искали выходы, не могли найти. Все было закрыто аномальным кольцом. Радиация увеличилась. И тут у нас в баре долбило постоянно. Блин, очки, кстати, забыл где-то. Призрак Пацифика человека здесь убил. Надо, я думаю, сходить на могилку, помянуть его, чтобы успокоился он уже наконец. Сами видели, что произошло. Где бармен? Выли хоть на могилу-то его выпить. Эх. Такой человек был, никого, блин, не убил. Как собака помер на крыльце с кишками наружу. Сейчас на могилку пришли. Это Пацифика могила? Да. Пацифика, да. Давай еще. Не могу пить. Пацифика знал очень давно. Блядь, добрее человека вообще тоже не встречал. Самый мирный, он поэтому и пацифик. Никогда не стрелял, не убивал никого, ни животину дикую, ни сталкера, никого. Но, блядь, не смог спасти я его, к сожалению. К сожалению, он ушел. Лучший мир, наверное. Предлагаю всем сейчас добрым словом его там внутри себя вспомнить, помянуть, пусть душа его упокоится. Не чокаясь, давайте. Пацифик, земля тебе пухом. Какой сейчас мир? Ёб твою мать, сука! Чё за говно? Такое бывает? Блин, в зоне все бывает. Не стреляй, не стреляй в него! Я, походу, обделался. Ой, блядь. Чёртова срань, а? Бармен, можно самого жесткого пойла, которое есть? Шучу, сок на самом деле. Подожди. Самого жесткого. Ты видал вот это вообще? Я вообще, ты видел, как я бежал? Видел, он под ногами у тебя почти. Черт побери. Цыган, ты видал, что случилось сейчас? Вообще. Нет, что сейчас случилось, не видал. Мы... Пацифика, помнишь? Да. Удалось раздобыть компас, артефакт. Я им умею пользоваться, у меня есть опыт. С его помощью я пошел искать проход. Часа, наверное, в 4 ночи ушел. И компас вывел меня в одно место. Там, получается, вдоль бетонного забора была очень-очень узенькая тропка. Настолько узенькая, что если просто смотреть вниз с забора, кажется, что нету тропы никакой, там прям аномалии вплотную к забору. И вот эти вот искажения, листья парящие, которые... Но компас руками сжимаешь, надо, он какую-то связь с человеком начинает создавать, что ты прям чувствуешь, где можно пройти, а где нельзя пройти. Я прям чувствовал, что вот внизу есть тропа. Я прыгаю вниз, и я вот прижимаюсь прям к забору бетонному. Вот у меня прям перед лицом была уже аномалия, буквально мне чуть-чуть пошевелиться, и я бы уже был трупом. Мне удалось пройти. Почему мне удалось свалить с локации? И почему-то, когда я ушел, у меня камера вырубилась. Я предполагаю, почему это. Я там вляпался в кое-какую аномалию. Не хочу об этом сейчас упоминать. И заработала камера только когда я вот уже стал сюда возвращаться. Дима вызывает бар. Я не могу пробиться через аномальное поле. Все выходы закрыты. Я придумаю, как вернуться. Я попробую найти способ вернуться. Француз, ответь демона. Француз, ответь демону. Меня встретить надо. Черт, связи нет. Мне удалось через ученых связаться с одной вертушкой, они меня подобрали, взяли огромную цену, мне пришлось компас им отдать. Потому что обратно прохода здесь уже не было. Я не смог вернуться по тому маршруту, по которому я отсюда вышел.
Фух. Сел. О. Я живой. Фу. Господи. Вертолет буквально тут же попал в аномалию и попал. Ну, мне пришлось ему отдать все оружие, там всю снарягу, счет оплаты за билет. Вот, и тут же вертушка Куда его падает. теперь девать-то? Я без оружия! Сталкер-одиночка! Что сделаешь? Я проводник, я ночью с локации ушел. Я пошел узнавать новости какие. Информацию привез из-за границы. Какую? Как можно выйти отсюда? Это уже интересно. Мне помощь нужна, и у меня ничего нету, оружия нет. Мне надо до торговца дойти, до бара. Ну-ка, руки подними, дай смотрю. Ничего вообще нету с собой, все пришлось продать. Чтобы меня взяли на вертушку, скинули. Так, что ты сейчас хочешь? Надо с учеными связаться. Я тебя провожу, но ты берешь меня с собой. Да я вот для того и вернулся, я же мог не возвращаться. Вернулся, чтобы людей спасти. Заплатим тебе еще. Да бросай, ты его не нужен тебе уже. Эх, наверное, да. Там с ребятами сходили до того места, там поле было радиоактивное, сильное. Ящик, в который мы снарягу все сложили, он остался целый, поэтому смог обратно все себе вернуть. Мой счастливый автомат, который со мной всегда уже остается. Вот были случаи уже, что я его терял, так получалось, что он все равно возвращался ко мне. Пахарь, давай быстрее сюда беги! Прикрывай! Что ты? Стой, сейчас! Пустой! Черт! Вижу, вижу. Ага. Сейчас, подожди, найду. Блин, где? О, во, нашел. Можешь, подожди, ногу чуть-чуть вот сюда, вот попробуй, повернем. Ага, вот сможешь так держать? Да. Ну, сильно кровь льется, конечно. Сейчас, подожди. Подожди, промедола бахну. Сейчас. Ага. Стой, чуть-чуть приподними, мне забинтовать надо. Черт, много крови. Сильно бежит, блин, точно вена пробита. Кровь темная, не алая. Значит, артерия целая и не пульсирует, но бежит сильно. Правильно, что ниже перевязал. Сейчас на рубин надо будет достать. Все, у меня бинта еще одного нету. Вертушки почти 2 группы. Мне было интересно только забрать свою снарягу, но я все равно взял с собой напарника. Правда, на обратной дороге мы встряли в небольшую перестрелку. Ну, с парнем все нормально. Удалось затащить его до бара, достать из него пулю.
Дальше тут вообще тоже дичь полная творилась. Фанатики эти оказались живыми. Не знаю, как они выжили. Их стало еще больше. Ловили людей, обращали в суеверие. Документы, которые я притащил, и до янтаря мне удалось добраться. Я там сахаром потрещал. И за кое-какую услугу он со мной поделился информацией. Наша ученая девочка Шила, она проводила эксперименты по созданию препарата, который мог бы помочь выжить в выбросе. У нее не получилось, она создала сыворотку, испытала на нескольких людях, несколько человек погибли. Один человек обрел какую-то ужасную мутацию, он превращался в дикое существо. Не сильно успешными были эксперименты, но тоже они какую-то пользу принесли. Вот, я сахаром потрещал на эти темы, и он смог поделиться кое-какими разработками. Он смог дать мне препарат, триадоксин, который порошок зомби. Вот его я и привез вместе с кое-какими документами. Там, саму Шило убили, ее задушили вот эти фанатики. И что интересно, ее уже закопали, а потом, после уже выброса, ребята выкопали, поставили тот самый препарат, который она разрабатывала, вот этот неудачный анабиотик, из-за которого там появился вот мутант непонятный. Что интересно, она ожила, ее вернули к жизни. Ну, у нее, получается, повреждений физических не было на теле, ее просто задушили. Она сначала ничего не понимала, и чуть позже уже к ней частично вернулась память. Я поделился тем, что привез, там документы, плюс препарат. И она, добавив это к своим разработкам, смогла закончить создание анабиотика. И с его помощью был план, как уйти с локации. Как бы это мне тоже Сахаров рассказал, что перед самым началом выброса аномальные поля, нестабильные, они начинают слабеть. То есть аномалия либо настолько слабая, что не может убить, либо она исчезает, либо перемещается. Но это происходит прямо перед самым-самым выбросом. В этот момент можно попробовать пройти сквозь аномальное поле. Только проблема в том, что тут же прям пойдет следующая волна выброса, которая уже всех убьет. И поэтому появился такой план, что перед самым началом выброса, когда аномальное поле ослабнет, пробовать через него пройти, тут же применить анабиотик и уже долбанет выброс в полную силу, и, возможно, кто-то сможет выжить. Это очень рискованный план, но иначе просто все здесь умрут. Я мог не возвращаться, раз я смог свалить, и было ради кого вернуться. Ну и сейчас вот как бы ученые работают над этим активно, пытаются создать препарат, чтобы как-то спастись. Ресурсов не так много, патронов тоже немного. Скоро люди начнут грызться за еду, и не знаю, мы здесь не выживем долго. Мутантов здесь осталось немало, а обороняться толком нечем. Либо отворачиваемся, либо 2 сотенки. Каре там этого, просто давай, глаз. Что там по брату, так и не узнал ничего? Ничего не знаю. У меня есть координаты. Есть Не Давай еще раз посмотрю, слушай. Давай, или отворачивайся, или плати. Ну это месяца 2 назад мы с ним ездили с операции. Но вот месяц назад я его здесь, мы разминулись. Давай ПДАшку, я тебе забью номера. Ну давай, я к французу зайду. Да, у вас веселуха здесь вообще. Все? Я зачекинил. Я к французу подойду, если будет информация, я к тебе сразу. Как что узнаешь, сразу, пожалуйста. Да без проблем. Француз, слушай, у тебя же... Ты запеленговать можешь ПДА сталкера? Я тебе что, блядь, мобильная вышка? У тебя же аппаратура есть. Что начинаешь? Да. Сейчас, секунду. Я его, короче, к себе переписал. Есть записать куда? Да, диктуй. Ну, я Ну, тебе сразу не скажу. Нет, да я понимаю. Короче, брата человек ищет. Цыгана, помнишь же, у нас работал недавно. Ты ищешь. Ой, что-то тишина такая в баре, разбежались все. Стрельба какая-то у лесника. Шухер наводит. Что там жестко что-то стреляются? Ну, прессуют друг друга, что-то понтосы, может, я не знаю, кто там. Не шумите. Слушай, ты Мил не видел? Так она к леснику пошла. Стрельба, говоришь? Ну, у лесника, ну.
Демон, братан! Я тебе всю дорогу туда ищу. Ты... Что с ним? Кто сделал это? Тут, не знаю, тут просто бой был, а к костяку пошла. Я не знаю, кто я. Надо со всеми почестями. Утро вхватом. Утро. Свободен. Надо пообщаться. Пока да. Зона-то меняется. Очень серьезно. Я чувствую, что скоро произойдет какой-то глобальный катаклизм. Что ты видел? Что ты думаешь по этому вопросу? Мы с братвой уже все на кипише. В любой момент. Да как бы ученые ожидали прогноза, что с каждым выбросом-то аномалий все больше и больше у нас. Да, конечно, внутри больше и больше аномалий, кольцо смыкается. Вот, да и как бы не выйти-то правильно, у нас тут ни еды не привезти, ничего. Это ощущается. Ну, вы с учеными-то сотрудничали? Очень плотно. И как есть какие-то у них? Ну, на сегодняшний момент они строят чудо-дверку свою, чудо-калиточку, через которую те, кто смогут пройти, должны будут пройти. Но эта информация не для всех, не для вот этих вот малохольников. Ну да, интересно узнать, что они там наизобретали. Ну, скажем так, мы донесли им все, что им было нужно, то есть для этих яйцеголовых. Так получилось, что все у нас пришло к нам. Ну, надо думать, что с учеными, как бы, что они кому там смогут помочь, не помочь. Вот как бы. Короче, француз нашел. Есть координаты, он сказал, зависла ПДАха, типа, есть коннект, уже минут 30, наверное, висит на одном месте и не двигается. Давай, пойдем и проверим. Ну, тогда давай собирайся быстро. Ну, я переоделась, что в последнее время я заметил, что у меня хвост часто висит. Выслеживает меня. По последним координатам он должен быть здесь. Стоять! Руки! Оружие на землю! Отойдите на 2 шага. Назад. Лицом ко мне оба. Кто такие? Откуда? Мужики, мы просто мимо проходили. Это... На колени. На колени, быстро. На колени! С этого китель сними, пригодится потом. Мужики, вы чё? Это хорош. Ты чё делаешь, сука, стой! Нет! Бери руку, блин! Мужики, да вы чё? Нет, нет! Остановись! Нет! Блин! Умри на гнев. Умри на гнев. Андрей, брат! Я сюда за тобой пришел! Брат! Андрей! Вспомни меня! Вспомни меня, Андрей! Умри за грех. Умри за грех. Кто назвал тебя братом? За грех. Умри. Чё, мужики? Да, стой! Блядь, нет, убери! Андрей, вспомни меня! Андрей! Нет, нет! Андрей, вспомни меня! Забери этого прыгучего. Нет! Что забрал? Убери нож! Свяжите его всем. Спасибо. Самого успокоить. Умри за грех, 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 умри
Загрев. Подожди, не трогай его, пускай истекает кровью. Умри за грех. 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 Давайте этого теперь. Притащите. Во, все, хорошо. Все. Такая зона и есть. Грязь. Холод, боль. Люди умирают не так, как в кино, когда человек героически погиб и совершил подвиг, всех спас, а потом лежит такой раненый, кровью истекает к нему, подходит напарник, и они там последнее слово, он там перед смертью речь толкает. У нас здесь все не так. Смерть, она не бывает героической. Она всегда глупая, всегда бессмысленная. Не бывает прощальных речей. Просто человек умирает и все. Я не знаю. Смерть всегда глупая, всегда жестокая. Я не знаю, шальная пуля, осколок, граната. Так вот всегда происходит, что просто теряешь людей. И в этом нету никакого ни смысла, ни героизма. Поэтому, я не знаю, нельзя в зоне иметь друзей. Все умрут. Все рано и поздно умирают. Я не смог их спасти. Куда и куда вообще? Они ждали кого-то в засаде, но дождались нас. Они просчитались со временем, и поэтому их застали врасплох. Прощай, брат. Чуть позже сталкеры принесли из рейда мое снаряжение, поднятое с кучи трупов фанатиков. Пар полностью опустел, все ушли.
Ученым удалось закончить разработку антибиотика. И в это самое время шел жаркий бой за возможность уйти с локации, в котором в том числе приняли участие непонятно откуда взявшиеся адепты Монолита. Срочно ищите надежное убежище. Погружаясь в пустоту, оставляю за собой право сохранить мечту. И уйдет последний бой. Поговори со мной в тишине о чем-то светлом, о чем-то возвышенном. Счастье для всех, даром и пусть никто не уйдет обиженным. Поговори со мной в тишине о чем-то светлом, о чем-то возвышенном. Счастье для всех, даром и пусть никто не уйдет обиженным. Frequency mode. Шило, прием. Шило,
Алло, на связи, прием. Со времени нового большого выброса поля аномальные меняли места? Выбросы были небольшие, поэтому зона воздействия не изменилась. Ты остаешься в зоне? У меня остались запасы на сегодня 2 месяца. Уходите без меня, я остаюсь здесь, я не пойду. Ты с ума что ли сошел? Так зона поглотит, выходи ко мне на связь. Кто-то долго будет ждать. Поговори со мной в тишине о чем-то светлом, о чем-то возвышенном. Счастье для всех дарами пусть, и пусть никто не уйдет обиженным. Поговори со мной в тишине о чем-то светлом, о чем-то возвышенном. Счастье для всех дарами пусть, и пусть никто не уйдет обиженным. Поговори. Поговори со мной в тишине о чем-то светлом, о чем-то возвышенном. Счастье для всех. Есть кто-нибудь? Дарами пусть. Ау. И пусть никто не уйдет обиженным. Поговори со мной в тишине о чем-то светлом, о чем-то возвышенном. Счастье для всех дарами пусть, и пусть никто не уйдет обиженным. Поговори. Сейчас. Поговори. Поговори. Цыган. Демон, ответим. Цыган. Демон, ответь. Какой сегодня день?